Всем привет! Иногда жадность наступает на ногу разуму. И тогда, вот, например, как я, вы покупаете не беспроводной микрофон Боя, а вот такой вот SX9. Да, на Али ему ставят 5 звезд. Но там 5 звезд могут поставить любой хрени. Причем даже если она вообще никуда не годится. Стоит данный микрофон, вернее, купил я его за 15 евро. А Бою я бы мог взять, ну, конечно же, не тройной набор, а приемник-передатчик за 55 евро. Годен ли данный микрофон для того, чтобы делать годные записи? Я посмотрел несколько обзоров. В одном обзоре распаковка, все классно снято, но нет звука. Просто вот человек говорит, он хороший. Во втором видео плохое качество видео, в общем-то, и запись какая-то странная. Там она плохая и с того микрофона, на который снималась, и с этого микрофона. И третья, по-моему, на итальянском языке. Там, в общем-то, нормальный звук был с этого микрофона, поэтому я все-таки решил его взять. Давайте мы его протестируем. И реально поймем, стоит ли его брать, или это все-таки дешевая хрень, которая не стоит вашего внимания. В обзоре у итальянцев вот такая точно коробочка была, надпись оригинал. Ну, естественно, если надпись оригинал, то по-любому все будет классно. Итак, достоинства. Он 10 часов работает, у него маленькая задержка, это 9 миллисекунд, а здесь 15. Кому верить, не знаю. В общем, маленькая задержка, он может делать ревибрацию, не знаю, кому это надо. Реальный мониторинг уровня звука. Главное, чтобы он, в общем-то, этот звук хорошо писал. Итак, чуть-чуть помялись микрофончики при доставке. Достаем. Раз, два, три. Довольно легкие коробочки. На мой взгляд, их можно было сделать немножечко поменьше. Так, смотрим, что еще идет в комплект. Вот такой вот кабель USB-C, USB-C. Плетеный, качественный, хороший. Нормальный кабель 3.5 джек. Толковый кабель. Можно заряжать, там, я не знаю, телефон, наушники. В общем-то, полезный. Разветвитель, обычный USB-шка и USB-C 2 с другой стороны. Вот такая вот инструкция. Для тех, кто не разберется без нее. У нас идет приемник RX. Здесь плюс-минус регулируется громкость, порт заряда, порт подключения 3.5 джек. Ну, естественно, порт заряда и порт подключения к телефону, я так понимаю. Включение-выключение. Давайте включим, проверим, работает ли он. Что-то мигает. Так, далее. TX. Все то же самое. Единственное включение получается у нас на той же стороне, где регулировка громкости. А сверху у нас расположен микрофон. Микрофон, к сожалению, ничем не прикрыт. Вы сами понимаете, если будет сюда попадать ветер, будут, скорее всего, искажения. Поэтому сюда, скорее всего, надо будет сделать на липучках, либо на магнитиках какую-то ворсистую ткань. По пластику у меня никаких замечаний нету. Нормальный, приятный шероховатый пластик в ретро-стиле, шершавенький. Так, включаем. По идее, он должен соединиться с приемником. Да, связь пошла. Второй блочок TX. Подключаю к камере, проверяю. И после этого мы послушаем, как звучат данные коробочки. И сравним его с дешевой петличкой Боя. Дешевая петличка Боя стоит на 1 евро дороже, чем недешевая SX9. То бишь 16 евро. А теперь реальный тест, собственно, ради чего все и покупают данные микрофоны. Я проверил, как этот микрофон работает. Звук не через наушники включал, а через сам телефон. То есть я звук слышу, а уже само качество немножечко позже оценим. Я закрепляю микрофоны слева и справа для того, чтобы можно было получить максимальное качество звука. К сожалению, здесь нету никаких нахлобучек в плане меха или прочего, для того, чтобы в случае, если дует ветер, не было искажений. Это, конечно, легко самому доделать, но хотелось бы это все иметь, конечно же, изначально. Микрофоны довольно-таки легкие, немножечко, как мне кажется, странное крепление, то есть вы можете закрепить на одежду, но вот так он будет держаться, либо же боком. Если вы в рубашке, либо же вот в курточке, проблем не будет. Но, на мой взгляд, стоило предусмотреть еще какой-то вариант, потому что, во-первых, слабо крепится. Если, например, вы будете двигаться, либо бежать, есть вероятность, что вы его просто потеряете. Вот таким образом это все выглядит, если подойти поближе. Правый, левый. А теперь отойду на 50 метров, и вы послушайте, какое качество звука. То есть пропадает, не пропадает. Больше 50 метров я, честно говоря, в реальной жизни не вижу, зачем может быть это нужно, поэтому проверим на 50 метров. Где-то 20 метров. И, наверное, если я дойду до забора, там будет 50 метров. И 50 метров это уже максимальная дальность. Я надеюсь, меня вообще-то видно.
потому что на такую дальность это, честно говоря, редко вы будете пользоваться. Но здесь зачем я это проверяю? Для того, чтобы если вы где-то в помещении, либо какая-то металлическая преграда, стена, все это дело могло пробиваться микрофоном, и микрофон, в общем-то, выдавал достойный звук. Сейчас я двигаюсь в обратном направлении. Справа, получается, небольшая речушка бежит, поют птицы. Вот. В остальном здесь довольно-таки тихо. Ветер есть, но он очень слабый. И я думаю, такой ветер вряд ли создаст какие-то помехи. И качество звука, я думаю, лучше всего оценивать вот вживую. Потому что обзорщик, который делал обзор на данные микрофоны, он сказал: классный звук, все такое. Но при этом он не показал, какой это звук. А теперь вы сами сможете, и я тоже послушаю, можно ли его использовать для того, чтобы где-то на природе сделать небольшой подсъем. Как подключается данный микрофон, я покажу немножечко позже. Здесь еще есть два режима. Сейчас я включу второй режим на первом и на втором микрофоне, и слушайте, как меняется звук. На двоих микрофонах я переключился на третий режим, и оценивайте качество звука. Включаем назад первый режим. Итак, проверка звука в первом режиме. Проверка звука во втором режиме. Проверка звука в третьем режиме. Перехожу назад на первый режим. Итак, сейчас звук идет через микрофон SX9. Один из микрофонов я расположил на футболке сверху, потому что посередине я, к сожалению, не мог его расположить. И вот сейчас я вижу, есть перегрузки во время того, как я делаю запись. Я его попробую немножечко дальше отвести. Закрепил немножечко дальше, и теперь перегрузки тоже небольшие остаются. Один из микрофонов находится у меня на рукаве, второй находится на таком же приблизительно расстоянии. Качество звука можете оценить, отличается ли он от боя или не отличается. Сейчас я перейду на боя и сделаем заключительные выводы. Самое удобное, куда можно было расположить данные микрофоны, я расположил их у себя на рукавах, потому что в футболке по-другому закрепить, к сожалению, не получается. Еще можно, конечно же, закрепить на ворот, а вот где-то по центру, к сожалению, просто падает. Качество звука вы слышите. Сейчас идет запись с микрофонов SX9. Включено два микрофона в обычный режим. И давайте я начну понижать уровень звука. Как это будет отражаться в реальности. А вот сейчас два деления. И я дальше начинаю понижать. Сейчас одно деление. Звук в определенный момент полностью отрубает. И вот я постепенно буду максимально повышать звук. Вот сейчас он на максимальной громкости, и судя по камере, я вижу, что довольно много перегрузок. И вот если мы переходим на второй уровень, то практически перегрузок нет. Звук вы сами слышите. А теперь перехожу назад на микрофон боя. Вот таким образом он максимально задействован, то есть идет подключение к телефону, идет подключение к камере. Как видите, к камере подключается с помощью 3.5 джека, причем он когда засовывается, там такие страшные звуки были, но надеюсь, звук шел, все работало, по крайней мере лампочки мигали. Итак, если вы начинающий видеоблогер и вам нужны недорогие микрофоны, или, к примеру, вы снимаете диалоги, то в принципе можно использовать данный микрофон. За $15 я, честно говоря, удивлен. Я, конечно, видел и за 5, но там я даже заказывать не захотел, потому что там надежда нулевая на то, что будет нормальный звук, а здесь вполне себе нормальный звук. Вы еще в программе можете его немножечко подкорректировать. И несмотря на то, что вначале я хотел их поругать, пока еще, конечно, ими не пользовался, а смотрел просто обзоры других людей, а сейчас за 15 берем SX9 вообще без вопроса, но вот в такой коробке. Вот такая вот коробочка со смешной надписью «Оригинал». Именно в ней я брал данные микрофоны, и именно они звучат неплохо, потому что я слышал тесты других людей, там они звучали хуже. Беспроводные микрофоны SX9 за $15 вполне себе рекомендую, брать можно. Стоит, не стоит покупать, решать вам.